Доброго времени суток, на связи Селеста. И сегодня я хочу с вами поговорить о вот этой книге. Что ж, не буду долго затягивать. Давайте начинать. Итак, книга начинается с того, что у нас есть три лучшие подружки, которые отмечают Новый год у новых соседей семьи Брауны. Но Новый год проходит не так удачно, как ожидалось, и в конце девочки ссорятся между собой. У нас есть три главные героини. Это Кэтрин Ли, Пенелопа Браун и Тейлор Джонсон. Им всем по 18, с той ссоры прошло 6 лет, и они учатся в выпускном классе. Спустя 6 этих долгих лет Кэтрин руководит балом зимним. И она создает впечатление человека, живущего полностью по расписанию, организованного, даже чересчур, потому что у нее есть куча ежедневников, куда она записывает все подряд, абсолютно. От дел на сегодня до паролей от почты. И, в принципе, эта девушка нам рассказывает, что вот она в любовь не верит, так как у нее была счастливая семья, но отец ушел к другой женщине, и ее мать осталась с депрессией. Поэтому Кэтрин заботится о ней. Но возвращаясь опять-таки к первой главе, Кэтрин руководит этим балом. Мистер Эрлингтон приводит к ней ходячую проблему, которой предстоит отработать 160 часов исправительных работ по имени Хитклифф Риверо, и она этим крайне недовольна. В это же время нас знакомят со второй главной героиней Тейлор, которая крайне оскорблена, ведь она чувствует мужской одеколон, который дарила своему парню на 3 месяца отношений от другой девочки, Эмбер Новак. И эта Эмбер соперница нашей героини Тейлор, ведь Тейлор первая красавица школы, командирша, скажем так, в команде черлидерш. И Эмбер завидует всему этому и хочет забрать все это себе. Нам также рассказывают историю о том, как подружились все наши три девочки, когда им было 8 лет. Тейлор перевелась в школу, где до этого уже учились Кэтрин и Пенелопа, и в первый же день она падает, рассыпает все карандаши, и Кэтрин с Пенелопой помогают ей. Именно так они и подружились. В этой книге часто В этой книге часто переходит действие от одной главной героини к другой, поэтому не будем заострять на этом внимание и продолжим сопереживать Тейлор, ведь как она узнает об этой измене? Она собиралась к учительнице узнать о каком-то задании, и из одного из кабинетов она слышит звуки поцелуев, хихиканье и различает два голоса. Голос своего парня Гарри и голос Эмбер. Она решает убедиться в том, что ей не показалось, и прячется, пока они не выйдут из кабинета. После звонка они выходят, и Тейлор, крайне раздосадованная этим, все понимает.
Пенелопа Грейс Браун — типичная серая мышка, которая не знает о своей красоте и богатом внутреннем мире. Она ходит в хор, носит одежду на несколько размеров больше, мешковатую такую. И также у нее есть челка, из-за которой ее называют Пенни Пони. Что поделать? У нее есть лучший друг по имени Люк Уилсон, к которому они как раз-таки ходили 6 лет назад на празднование Нового года. Итак, Люк Уилсон — это звезда баскетбольной команды, самый красивый мальчик в школе, за которым бегают девочки, толпы девочек, и в которого влюблена Пенни безответно. Пенни также является номинанткой на звание королевы зимнего бала, так как руководством школы было принято решение выдвинуть по одному кандидату из каждого кружка. Нам также вкидывают информацию о том, что Люк набил татуировку по пьяни и не рассказывает, какую. И Люк сам говорит, что Пенни никогда ее не увидит. Да-да, да-да. Ну и Кэтрин начинает свою речь о предстоящем бале, в которую Пенни не особо чтобы вслушивается, пока разговаривает с Люком. Но, услышав о каких-то там репетициях, Пенни довольно растеряна. Люк предлагает Пенни свою помощь и говорит, что я пойду с тобой на бал и буду учить тебя вальсу. Пенни ошарашена таким исходом. Встреча заканчивается, Лукас и Пенелопа отправляются в его машину, чтобы доехать до их домов, и по пути спорят о том, что не надо приглашать меня на бал. Нет, я обязан тебя пригласить. Ну вот современные Белла Свон и Эдвард Каллен. Нет. На самом деле я не смотрела «Сумерки», но я очень много о них слышала и думаю, это действительно подходит. Ну и в конце разговора Пенни узнает, что Люку нравится какая-то девушка. Ну и это выбешивает ее, и она выбегает из машины домой. Также, чтобы вы понимали отношения между Уилсоном и Браун, он приходит к ней домой через окно и спит с ней в обнимку. Ничего необычного, правда? Лучшие друзья. Все же так делают, да? В общем-то, у Кэтрин с Хитклиффом происходит перепалка, в ходе которой Хитклифф забирает у девушки ежедневник и уходит. Вторая глава начинается с того, что Тейлор заканчивает отношения с Гарри и говорит, что у нее вообще-то уже есть парень, и она придет на бал с ним, и на репетиции будет ходить тоже с ним. Девушка также вспоминает о своем брате и его лучшем друге Лоренсе, это фамилия, если что, которому 23 года, и он как раз в ее вкусе. Они разговаривают о зимних каникулах, обо всем на свете, и Тейлор, получив уведомление о внеочередной репетиции, просит Дэниела стать ее парнем. Пенни, получив такое же уведомление, решает, что никуда она не пойдет и останется сидеть дома. Зачем ей это вообще надо, если она королевой бала не станет? Но Люк, забравшись
вновь в ее окошко, уговаривает ее пойти с ним на каток, где, собственно, и проходит репетиция. Он помогает ей спуститься через окно, и они едут на каток. Кэтрин, приехав домой, ужинает, смотрит с мамой фильм и ложится спать. Но ночью она просыпается от звука уведомления и понимает, что Хитклифф ее подставил. Она быстро собирается и едет на каток. В пути Тейлор и Дэниел разговаривают, и парень вообще спрашивает, зачем ей эти фальшивые отношения, на что девушка отвечает не особо откровенно. Из-за того, что ни Джонсон, ни Лоуренс не умеют кататься на коньках, Люк предлагает свою помощь Тейлор, и они проводят вместе долгое время, в то время как Лоуренс остается в стороне, и Пенни тоже, так как она умеет кататься на коньках, но чувствует себя лишней и уже начинает думать о том, что не это ли девушка, в которую он влюблен. Кэтрин тем временем, найдя каток, вступает в новую словесную перепалку с Хитклиффом. Она фотографирует его на фоне часов, так как после 12 ему нельзя находиться на улице. Ну, на что Ривера, в свою очередь, фоткает их вместе на фоне этих часов и отправляет фотографию директору и инспектору, за что им в дальнейшем прилетает, собственно. Ну и Кэтрин забирает за это его ботинки и предлагает Пенни подвести ее до дома, на что Пенелопа соглашается, и они едут. Пенни никак не может забраться обратно в свой дом через окно, и поэтому решает выдвинуться в сторону окна своего лучшего друга, у которого стоит лестница, по которой свободно можно забраться в это самое окно. Окно ей открывает собака Ральф, и она, переодевшись в одну из чистых футболок своего лучшего друга, ложится спать. Тем временем на катке Люк и Тейлор перестают учиться кататься и, собственно, немного еще разговаривают, и Тейлор уходит обратно к Дэниелу. Они опять по дороге ругаются, выясняют отношения, и она в порыве гнева бросает ему, что этот олень ей изменил, и поэтому ей как раз-таки нужен фальшивый парень. И вообще этот балбес ее не понимает. Лукас тем временем находит свою лучшую подружку заболевшей, приносит ей лекарства, ложится с ней в одну постель. Ну, поначалу он отказывается, потому что, извините, Пенни в одной лишь футболке с голыми ногами, и это выше его сил. В конце концов, они лежат рядом, Пенни в горячке, ну, в жаре, просит, чтобы Люк называл ее по, ну, называл ее Пенелопа Грейс Уилсон и просит ее поцеловать, если это всего лишь сон. На что он, естественно, ее целует. И целует не один раз. Кэтрин тем временем ищет информацию о своем подопечном в интернете, но ничего не находит. Хитклифф пишет девушке по поводу того, что она забрала его ботинки, но она не собирается их возвращать. Мисс Шнайдер учит
все парочки номинантов и их партнеров танцевать вальс, который они как раз-таки должны будут станцевать на школьном балу, критикует всех, кричит на всех, и Тейлор прилетает за то, что она явилась одна, без партнера, но Лоренс уже спешит ей навстречу, влетает в зал, и они танцуют вместе. Кэтрин в это время, пока у остальных идет репетиция, проводит свое время за написанием эссе, но так как ничего не лезет в голову, она вновь открывает перечень танцев, над которым они вместе с Ривера смеются, из-за чего Шнайдер ругается и вызывает их танцевать. Кэтрин ругается миссис Шнайдер и решает, что лучше будет без нее. И найдет она какого-нибудь другого репетитора, хореографа, и миссис Шнайдер уходит. Кэтрин после какого-то количества времени возвращается к Ривера, предоставляет ему его кроссовки, которые она забрала, и просит стать хореографом ее подопечных. После некоторых раздумий Хитклифф соглашается с условием на то, что она будет танцевать с ним. Райан со своим другом украшают крыльцо в новогодней такой атмосфере и ждут Тейлор. Райан пытается уговорить Лоренса поехать с ним, но тот отказывается, и Райан не настаивает. Они обсуждают то, что Лоренс снова начал рисовать, но брат Тейлор не хочет давить на него и прекращает с расспросами. Тейлор возвращается, обнимает брата, они немного разговаривают, и Райан уезжает к своей девушке, оставляя лучшего друга и сестру наедине. Девушка пытается расспросить Дэниела об этом секрете, который они только что обсуждали, но он не собирается ей ничего говорить и просто целует ее в щеку. Кэтрин ждет свою маму на парковке, так как она пошла к психологу, но ей в это время приходит достаточное количество сообщений по поводу того, что там снова что-то перепутали, нужна твоя помощь, и, собственно, ждут ее в школе. Кэтрин не может дозвониться до мамы, и поэтому идет к стойке регистрации и сообщает об этом администратору. Там же она встречает Эмбер, которую записывают к психологу, и Навак угрожает Кэтрин, если она кому-то об этом расскажет. Кэтрин едет в школу, решает все проблемы, и в этой школе находит Тейлор, которая собиралась на автобус, чтобы черлидерши поддержали своих спортсменов. Про автобус никто ничего не сказал, он уехал на 2 часа раньше из-за сильного снегопада. И Кэтрин решается помочь своей бывшей подруге и подвести ее до этого места. По пути они подхватывают еще и Пенни, которая также собиралась на игру, чтобы поддержать Люка. И они едут вместе, разговаривают, но не особо активно. Приехав туда, Тейлор сразу же бежит в раздевалку, залетает не в ту дверь и видит голого Люка Уилсона. Она видит его татуировку, обещает не смеяться, но сразу же, выйдя оттуда, хихикает. Сразу же она залетает обратно в правильную раздевалку и выгоняет Эмбер из команды.
Они отлично выступают. Игра заканчивается победой наших волков. И получается, Тейлор радуется, конечно, но ей хочется, чтобы в этот момент рядом был ее фальшивый парень. Тейлор обращает внимание на то, куда смотрит Пенни, с максимально растерянным видом, просто в убитом состоянии, и видит, как Сью целует и Уилсона. Девочки вновь едут втроем домой ночью, слушают музыку, разговаривают, пытаются поддержать друг друга. Но в конце поездки сообщают о том, что ничего это не значило. Лукас будет свою лучшую подругу, зовет ее на репетицию, спускаться на первый этаж. Они снова спорят по поводу бала. Он целует девушку, но эта упрямая серая мышка решает пойти на бал с другим. И даже после этого она уверена, что он в нее не влюблен. Ривера проводит разминку и репетицию, заставляет Кэтрин участвовать во всем этом, после чего они мило болтают и расходятся. Тейлор и Дэниел тем временем разговаривают по душам и снова целуются. Кэтрин проводит срочное собрание по поводу того, что что-то им там надо оформить, на которое не приходит Тейлор, хотя Кэтрин просила Браун передать это, но она все равно не приходит. После чего они ругаются в туалете, все втроем. Кэтрин, выходя последней, разбивает зеркало своим ежедневником. Пенни сообщает об этом Хитклифу. Хитклиф заходит в туалет и разбивает нафиг это зеркало до конца. Тейлор тем временем просит Лоренса забрать ее со школы, ведь она очень расстроена, опечалена, и он успокаивает ее. Пенни вновь в туалете разговаривает со Сью и дает зеленый свет на то, чтобы она флиртовала с ее лучшим другом, ведь они друг для друга ничего не значат, они просто друзья. Ничего не напоминает, нет? Может быть, Леди Баг и Суперкот? Ладно, все хорошо. Кэтрин бесится со всего и винит во всех неприятностях Ривера, после чего он молча уходит, а Кэтрин остается в истерике. Тей и Дэн уже вовсю флиртуют, создавая впечатление первых, кто начал отношения в этой книге. Ну и все у них хорошо, они завтракают вместе. Просто можно было обойтись без этой информации, но просто чтобы вы понимали развитие отношений. Кэтрин решает извиниться перед Хитклифом, но он не отвечает на сообщение, поэтому она едет к нему. Они разговаривают, мирятся, знакомятся с его мамой. А Люк и Пенни едут с мамой Люка, Сарой, по магазинам за костюмом и за платьем. Но из-за того, что она паркуется в неположенном месте, она едет решать проблемы с машиной, и они сами выбирают одежду себе, друг другу. На Большом Волке все сидит хорошо, поэтому они возятся не так уж и долго. А Пенни Уилсон подбирает шикарное красное платье. Тейлор и Дэниел снова целуются и горюют о его покойной бабушке. Кэтрин и Хитклифф танцуют.
И Хитклифф настойчиво просит девушку отпустить контроль и довериться ему, ведь секс и танцы — это почти одно и то же. Ну и они танцуют, почти целуются, но их выгоняет охранник. Пенни и Люк наряжают елку вместе, разговаривают по душам, в ходе которого Пенни спрашивает о девушке, в которую он влюблен, и Люк отвечает ей тем, что она слепая или глухая, или все в одном. В общем, что-то из этого, и не видит она его симпатии. Пенни жалеет его и все равно собирается на бал со Стивом вместо Люка. Ведь Люк даже спрашивает ее: ну давай, скажи, что Стив тебе нравится, и тогда я только отстану от тебя и не буду настаивать на том, чтобы пойти с тобой на бал. И она говорит: да, он нравится мне, и я пойду с ним на бал. Кэтрин звонят и отказывают в одном из университетов с фразой: «А чем вы такая особенная? Что у вас есть такого, чего нет в других?» Репетицию переносят на 9 часов, потому что у всех забитый график, а подстроиться под всех довольно-таки тяжело. Поэтому она проходит ночью, когда школа уже закрыта, и Хитклифф говорит, что договорится с охранником, их впустят и выпустят обратно. Хитклифф подвозит Кэтрин на эту репетицию, репетиция проходит, и они оказываются запертыми в школе, потому что охранника нигде нет. Тейлор и Дэниел снова целуются в подсобке. Люк, Стив, Сью и Пенни тем временем идут в баскетбольный зал, где играют и где их находят другие ребята, и они устраивают игру девочки на мальчиков. Ну, в смысле, девочки против мальчиков. С элементами правды или действия. Команда, которая забивает противоположной команде мяч, может спросить любого из противников о любом вопросе или же задать любое действие. А если ничего из этого не происходит, в смысле противник не отвечает либо правда, либо действие не выполняет, то он обязан снять с себя элемент одежды. Ну и, собственно, девочки ругаются между собой, Тейлор убегает, Кэтрин и Пенни находят ее, девочки мирятся, и все у всех прекрасно. Далее идут 3 главы от лица 3 героинь, и первой Пенни остается на Новый год одна и решает заказать пиццу, зажечь камин, звонит папе, чтобы узнать, где свечки, чуть ли не кричит на него из-за того, что он не хочет говорить, где свечки, ведь это правда так важно сейчас. И она бомбит на него из-за того, что снова осталась на празднике одна. Ну и, в общем, в неудачной попытке зажечь камин она попадает в больницу. Ей выделяют палату, родители приходят к ней, чтобы извиниться, и она выпроваживает их и остается одна. Кэтрин тем временем знакомится с огромной семьей Хитклиффа, потому что это колумбийская задница имеет большое количество родственников, как братьев, так и сестер, так и тети, дяди, всех, кого только можно. Они возвращаются домой Кэтрин, она видит украшенный двор,
радуется этому. Они заходят, начинают целоваться, дело чуть ли не доходит до сами понимаете чего. Ну и у них случается разговор о том, что я вообще-то заключенный. И Кэтрин понимает это, осознает и говорит, что наши пути должны разойтись. Мы с тобой разные. Хитклифф уходит, Кэтрин плачет, говорит об этом, обо всем этом своей маме и очень жалеет о принятом решении. Тейлор тем временем ходит с Дэниелом по магазинам за ингредиентами. Ну и, собственно, они все это покупают, возвращаются, Дэниел готовит, они встречают Новый год вместе, она уже чуть ли не открывает подарок Лоренса на Новый год. Целуются, конечно, флиртуют, все, что только можно на этом белом свете. И в этот момент приезжают ее родители. И ее мама говорит, что ну вообще все не так, все невкусно, все ужасно. Лоренс вообще такой-сякой плохой, еда у него невкусная, вообще все, все, что можно, только оскорбляет, зато дочь ее прекрасная просто, самая лучшая на свете. И все тому подобное. Лоренс, разочарованный тем, что его девушка ничего не сказала своей матери в его защиту, уходит и перестает отвечать Тейлор. В последней главе Тейлор ругает свою мать за то, что она так поступила с Дэниелом, его парнем, все высказывает ей и высказывает и за то, что она нашла подарок на помойке. Ну и, в общем-то, мама помогает ей собраться на бал, отпускает свою Золушку, и Золушка мирится со своим принцем на балу. Кэт и Хит танцуют вместе свой последний танец и расходятся с разбитыми сердцами, надеждами и всем, чем только можно. Пенни в это время танцует со Стивом вальс, он неудачно наступает на подол ее платья, он рвется, и Пенни в слезах убегает в туалет, где Кэт и Тейлор помогают ей с ее образом, с прической, с макияжем, платьем и туфлями. Тейлор налаживает макияж и прическу, отдает ей свои туфли, Кэтрин вырезает вообще оборванное платье, оголяя ее ноги, но платье остается таким же красивым, и Тейлор бежит на сцену менять имя королевы зимнего бала на имя, угадайте кого? Правильно, Пенелопы. Пенелопа становится королевой бала, разговаривает с Уилсоном, бежит к своим родителям, которые, о боже мой, они на балу. Удивительно, не правда ли? Благодарит их, возвращается к Люгу, произносит речь своей королевской особы, и они наконец-то целуются. Все в шоке от этого. Но слава богу, блин, наконец-то это дерьмо закончилось. Кэтрин, понимая, что это последний шанс увидеть Хитклиффа, бежит на парковку и прыгает к нему в объятия в полночь и целует его. Они мирятся и говорят, что вообще заведут 7 детей, переедут и будут выращивать кофе. Тейлор и Лоренс в это время тоже целуются в подсобке. Эпилог я вообще не вижу смысла рассказывать, потому что он ведется от лица собаки, и ничего там такого нет.
что ж, давайте переходить к комментариям. Итак, надо переходить к моему мнению. И что я хочу сказать? Обложка ничем не примечательная. Да, я знаю, что есть еще 2 версии, как минимум, этой книги, обложки для этой книги, с черно-белыми иллюстрациями и с цветными. Но не только в обложке дело. Аннотация также ничем не примечательная. Сюжета здесь как такового нет. Тут есть просто отношения между персонажами. Все. Книга с рейтингом 18+, но тянет она лишь на 12+, потому что 18+ тут поставили только из-за, ну, даже не откровенных сцен. Из-за упоминания вещей сексуального характера, скажем так. Что я еще могу сказать? Тут были опечатки. Не прям много, но все равно были. Тут это просто сборник клише, потому что типичная серая мышка, типичная королева школы и, я не знаю, феминистка, которая собирается добиться всего, сама никакого мужчины ей не надо, и всё такое. Самое лучшее — Мэри Сью. Ладно, не Мэри Сью, но вы поняли. Также мужские персонажи. Первый нам вообще рассказывает, что, ну, как сам Хитклифф говорил, что его наказали за продажу наркотиков. Но, как оказывается, это на самом деле не так, и его осудили за то, что он избил преподавателя, который домогался до первокурсницы. Второй мужской персонаж — это Лукас Уилсон, типичный звезда баскетбола, красавчик школы, все на свете, вообще высокий, подкачанный, мускулистый. Что там можно еще сказать? Ну и третий — Дэниел Лоренс, не знаю, типичный голубоглазый блондин или какого там цвета были волосы, я уже не помню. Художник, обаятельный, там все на свете. Каких-то ярких эмоций у меня эта книга не вызвала. Да, нет, положительных ярких эмоций у меня эта книга не вызвала. У меня эта книга вызвала только приступ кринжа, и не один раз, особенно в моментах с Пенелопой и Лукасом, потому что, ребята, вы 6 лет дружите, вы несколько раз целуетесь, но остаетесь просто лучшими друзьями. Это меня очень сильно вымораживало. Я не могу выделить даже чего-то необыкновенного прям, потому что, опять же говорю, тут ничего особенного не было. Сборник клише, сборник без сюжета, просто об отношениях 3 главных героинь с 3 главными героями. Как такового развития как личности нет, просто есть персонажи, всё. Причём ещё на протяжении всей книги дают огромное количество имён персонажей, которые ты, будешь путать на протяжении нескольких глав, возможно, даже половины книги. И эти персонажи вообще ничего не значат. Вот можно было обойтись главными героями, а, Эмбер, Хью, Ивом, Гарри и всё. Родителями главных персонажей, ладно. Просто остальные вообще не имеют никакой смысловой нагрузки. Они просто есть, они просто участвуют в жизни наших
персонажей. Вот как-то так. Я разочарована. Я м, не могу сказать, что книга мне все-таки понравилась, но что-то новогоднее вполне может быть, если вы не будете это читать, как я, встретитесь с этой книжкой немножко раньше, на лет 7. Вот когда только начинаете задумываться, что вообще такое любовь, вы хотите романтики, вы просто девочка-подросток, хотите какой-то новогодней атмосферы, то да, почему бы и нет, легкая книжка для прочтения, если не вдаваться вообще, пытаться выяснить, что здесь вообще не так, потому что на протяжении всей книги нам говорят о конфликте между тремя главными героинями, что вот 6 лет назад произошло неминуемое, из-за чего три девочки поссорились, и эту мысль доят как корову, а проблема только в том, что Лукас поцеловал Пенни из 3 девочек, хотя Тейлор нравился Лукас, Пенни тоже нравился Лукас, Кэтрин вообще было все равно. Но тем не менее они поссорились на 6 лет. И Тейлор сама же в своих рассуждениях говорит, что да мне вообще так-то и не нужен был Лукас. Это легко можно было отпустить, но тем не менее 6 лет они не разговаривали, никак не пытались наладить связь и поступили очень глупо. Хотя буквально все говорят о том, что девочки взрослеют раньше, чем мальчики. И где это все? Тем более я не вижу тут какой-то такой проблемы, потому что да, вам нравился один мальчик, да, хорошо, но он выбрал одну из вас. Так почему нужно ссориться из-за этого? Да, можно поговорить насчет этого, сказать, что типа, да, мне неприятно, но я понимаю, что он выбрал тебя, и не буду никак на этом настаивать. Но ладно, им 12, опустим этот момент. Также нам говорят, что татуировка Люка это это пони с челкой. Эмбер вообще никак не фигурирует то, что она ходила к психологу. Я вообще не понимаю, зачем это нужно было вставлять. Зачем нужно было писать эпилог от лица собаки. В принципе, книжка могла закончиться вполне хорошо без эпилога, потому что эпилог только испортил мне впечатление. Да, у них там все хорошо, они живут вместе, они снова собрались всеми семьями в доме Уилсонов отмечать Новый год. И почему меня очень сильно раздражает, что на протяжении всей книги никто даже не заикается про Рождество. Тут идет разговор только про Новый год. Да, я понимаю, в Америке тоже отмечают Новый год, но у них же больше распространено Рождество, разве не так? У меня У меня серьезно нет каких-то положительных эмоций по поводу этой книги. Я просто рада, что она закончилась. И хоть еще несколько дней назад я могла бы сказать, что да, мне понравилась эта книга, но с большим но, я не хочу себя обманывать и просто скажу, что нет, это было не мое. Но если у вас все-таки новогоднее настроение, если вы не так, если вы в более таком раннем возрасте, когда еще учитесь там в школе, то да, я рекомендую эту книгу к прочтению и вообще не осуждаю, если ваше мнение расходится с моим, потому что у каждого свой вкус. Никакой злобы, никакого осуждения. А если вы хотите следить и дальше за моими обзорами, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи. На связи была Селеста Марка. До скорого!